Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим бутерброды. Красивые, яркие, которые так и манят к себе. В этом видео готовлю сразу 5 видов бутербродов. Это прекрасная закуска, которая красиво смотрится на праздничном столе и готовится совсем несложно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Готовим первый вариант бутербродов. Огурец нарезаем тонкими кружочками. В каждом кружочке делаем разрез до центра огурца. Все аккуратно заворачиваем в такие мини-цветочки. Для того, чтобы цветочки хорошо скручивались, огурец нужно нарезать максимально тонко. Берем кружочки солями, я уже купила нарезанную. Точно так же, как и в огурце, делаем надрез до середины. Колбасу сворачиваем в красивый цветочек. Берем перец и отрезаем у него верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем на тонкие полоски. Получившиеся полоски перца разрезаем поперек на 2 одинаковые части. Складываем бутерброд. Берем ломтики батона и намазываем их сливочным сыром. На каждый кусочек хлеба практически посередине кладем по 2 цветка из колбасы. Ближе к одному из краев кладем 2 цветочка из огурца. С другого края выкладываем небольшой кусочек салатного листа. Посередине кладем 2 полоски из перца. Так готовим все бутерброды. Бутерброды получились яркими и вкусными, как раз для праздничного стола. Вторыми приготовим бутерброды с балыком. Берем ломтик балыка, складываем его вдоль и сворачиваем. Получается такой а-ля цветок. Балык я покупала уже нарезанный. Перец нарезаем тонкими полосками и разрезаем их на 2 части. Берем багет и смазываем его сливочным сыром. На подготовленный ломтик хлеба выкладываем с одной стороны цветок из балыка, а с другой стороны листья салата. По центру кладем черную оливку без косточки и листики петрушки. В цветок из балыка вставляем кусочек перца. Таким методом складываем все бутерброды. Такие бутерброды получились красивыми и готовятся очень просто. Третьими приготовим бутерброды с сыром. Берем тонкие ломтики сыра и разрезаем их по диагонали. Я использую уже нарезанный сыр. Из каждого кусочка сыра скручиваем цветок. Сыр должен хорошо гнуться и не ломаться. Я взяла сыр гауда. Помидорчик черри или обычный помидор небольшого размера разрезаем на 4 части, а затем каждую из частей разрезаем еще раз пополам. Складываем бутерброд. Берем ломтики батона и смазываем их сливочным сыром. Также можно использовать плавленый сыр или сливочное масло. С одной стороны бутерброда кладем скрученный цветок из сыра. Возле него посередине ставим дольку помидора. С другой стороны бутерброда кладем скрученные листья салата. Так готовим все бутерброды. Бутерброды с сыром получились очень вкусными и сытными, приготовить их сможет каждый. Четвертыми приготовим бутерброды с вареной колбасой. Ломтики батона смазываем сливочным сыром, я использую длинный уже нарезанный багет. По желанию сливочный сыр можно заменить плавленным сыром. Берем большой кружок уже нарезанной вареной колбасы и разрезаем его пополам. Каждую половинку колбасы скручиваем вот таким образом, имитируя цветок. Еще больше разных рецептов бутербродов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Помидор черри разрезаем на 4 части. Каждую четвертинку тоже разрезаем на 2 части. Если помидорчики черри меньшего размера, то достаточно их разрезать пополам или на 4 части. Складываем бутерброд. Берем уже подготовленный ломтик батона. Сбоку выкладываем цветок из колбасы. Посередине кладем дольку помидора. От салатного листа отрезаем верхнюю часть. Скручиваем ее и кладем на бутерброд. Таким методом складываем все бутерброды. Вот такие получились красивые бутерброды, и готовятся они совсем не сложно. И пятый вариант бутербродов с овощами. Пластинку перца нарезаем длинными треугольниками. Багет смазываем сливочным сыром. На бутерброд с одной стороны выкладываем листья салата. По центру кладем треугольник перца.
С другой стороны бутерброда ставим зеленую оливку и украшаем укропом. Так готовим все бутерброды. В итоге я приготовила 25 бутербродов, по 5 штук каждого вида. Получилась вот такая большая доска. Сами бутерброды получаются очень яркие и красивые, руки прям сами тянутся взять хоть одну штучку. Кроме того, такие бутерброды еще и вкусные. Думаю, из такого набора бутербродов каждый найдет для себя подходящий вариант. Попробуйте их, приготовьте, это совсем не сложно. Если вам понравились варианты таких бутербродов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.